Почему последние 7 месяцев падает биткоин? С чем связано падение рынка криптовалют и что вообще влияет на цену той или иной криптовалюты? Последние 2 недели для биткоина были катастрофически тяжелыми. За это время биткоин упал с 7600 долларов до 5900, а вместе с падением биткоина вниз потянулся и весь остальной рынок криптовалют. С чем связано подобное падение? Расти курсу биткоина не дает общий новостной негативный фон. Постоянно выходят новости о регулировании криптовалют в определенных государствах, отрицательные отзывы о криптовалютах от популярных инвесторов и другие подобные новости. Весь этот новостной фон негативно сказывается не только на цене биткоин, но и на цене других криптовалют, которые могут просесть намного больше, чем сам биткоин. Отсутствие хороших новостей связано с медленной легализацией криптовалют. Из-за этого рынок не получает необходимые сигналы для роста, поэтому радовать СМИ пока нечем. Также существуют новости, которые специально создаются для манипуляции курсом биткоина. Поэтому очень важно знать и понимать, что биткоин и подавляющее большинство популярных криптовалют не поддаются никакому техническому анализу, так как они очень сильно зависят от новостного фона. Невозможно технически рассчитать, куда пойдет биткоин в ближайшее время. Почитайте новости, посмотрите прогнозы популярных инвесторов или трейдеров. Большинство из них делали прогнозы, исходя из технического анализа, и 70% из этих прогнозов оказались неверными. Сейчас рынок напоминает 2013 год, когда биткоин резко прыгнул до 1000 долларов и затем вернулся на отметку в 2 сотни. К слову, восстановление биткоина после падения в 2014 году заняло 3 года. Лишь в январе 2017 года биткоин повторно достиг отметки в 1000 долларов. Вполне возможно, что повторное достижение отметки в 20 тысяч долларов случится через 2-3 года. Но это всего лишь догадки. Стоит отметить, что на цену биткоина влияют и другие криптовалюты. За последний год было создано колоссальное количество ICO, более 80% из которых оказались мошенническими проектами или просто были нацелены на сбор денег с инвесторов. Из-за такого количества мошеннических проектов и криптовалют доверие к рынку ICO постепенно падает. Остается только ждать, пока рынок избавится от криптовалютных проектов, которые из себя не представляют абсолютно ничего. Технология блокчейна невероятно перспективна, но в основном пока что и пользуется лишь для извлечения прибыли с ICO проектов. Рынок криптовалют и блокчейн-технологий только развивается, и без одобрения государственных органов и больших компаний будущего у технологий может не оказаться. Однако уже есть большие компании, планирующие использование блокчейн-технологий. Есть страны, которые полностью поддерживают данную сферу деятельности. Как и любой технологии, блокчейну и криптовалютам необходимо время. Тот же самый интернет развивался более 40 лет и сейчас является неотъемлемой частью нашей жизни. Подводя итог, можно сказать, что биткоин в любом случае вернет свои прежние позиции, рынок восстановится и начнется рост. Отсеются мошеннические проекты и криптовалюты, которые не имеют никакой технологии. Однако точно сказать, когда это произойдет, не может никто. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, с радостью всем ответим. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики.